Это лоудскрин номер 3, и через 4 секунды начинается время. Соответственно, поскольку все гаджеты и оружие, которые у нас есть, которые нам необходимы, у нас уже есть, мы быстренько их экипируем и, пользуясь максимально правильным раутом путем передвижения, немножко выходя за привычные границы карты, но не падая в бездну, взяем первую часть уровня. Попадаем в десантный корабль. Кстати, вот и мой сокастер. Здравствуй, Девастатор. Здравствуй, Кейт-кун. Лучше после НГ плюс может ли быть и any person? Если я правильно помню, я очень надеюсь, что я правильно помню, они взаимоисключающие, потому что есть отдельные категории как для any person, так и для NG+, так и для данной категории, которая no quit exploit, вроде no quit. Да. Да, там есть фича с выходом из игры, она в 2 раза короче, чем без этого бага. Если у нас не Game Plus No Quit Outs будет примерно 28 минут, то обычный New Game Plus будет минут 14. Как вы могли заметить, сейчас раннер при помощи целивания и небольшой отдачи во время выстрела вышел в стену. Это он делает второй раз. Это позволяет срезать добрую часть уровня. К сожалению, игра не все корректно прогружает до особых точек, то есть которых должно прогружаться. Поэтому необходимо двигаться, так сказать, по памяти. Но поскольку перед нами VR-холдер, никаких проблем с этим нет. Я думаю, даже у любого раннера, у которого есть запись на Chrome, с этим проблем уже никаких нет. Все доведено более-менее до автоматизма. Осталось лишь отточить движение. Тем временем, если я правильно помню, мы уже прошли 2 планеты. Вот только количество планет я не помню. Скорость такая, что не высчитаешь. Да, соответственно, как вы можете заметить, единственным адекватным способом остановить инерцию после чарджа — это использовать другое какое-нибудь оружие. В данном случае у нас будет молот, который позволяет его остановиться. И у нас тут босс почти вертолет. Не очень босс, конечно. Кстати, чат, скажите, пожалуйста, нам, как мы по времени, не сильно ли мы впереди, либо не сильно ли мы позади? Потому что это меня крайне очень сильно волнует. Да, надо поиграть в синхрон. У тебя какая секунда? 54-я, 55-я, 56-я. А я отстаю. Понятно, сейчас. Ну, может быть, я спешу, чат сейчас скажет. Соответственно, мы выполняем очередной клип через стену. Как вы можете заметить, плюс 3 секунды спешу. Окей. Давайте комментить прошлое. Почему нет? Как вы можете заметить, противников мы почти не трогаем, потому что они никому не нужны, кроме тех, которые скриптовые и мешают нам пройти дальше. Привет. Лео.
Соответственно, мы выполняем небольшой трюк с прыжком, чтобы перепрыгнуть через забор в нужном месте для нас, а не для игры. Что позволяет сэкономить еще некоторое количество секунд. И тут у нас вот эти вот круглые планеты, точнее их прям кора. И мы немного скатываемся вниз, не рассчитав инерцию. Там есть всего лишь несколько фреймов, чтобы аккуратно было ему прыгнуть, и он это не осилил. В предыдущий раз. But we can just charge to the level, and this loses about 8 seconds if you don't do the cool strat. Yeah, I'll be losing roughly 30 Соответственно, like a really good run. Поскольку противники для нас не представляют никакой малейшей угрозы, мы можем заниматься нашими спреймерскими делами и ходить по контрольным точкам, различным телепортам и прочее. А тем временем у нас очередной лоудскрин. Мы закончили здесь. Количество механик передвижений в этой игре на самом деле зашкаливает, и поэтому если вы чего-то не понимаете, то все нормально. В интернете есть отдельный 20-минутный видос, так что если вдруг кому-то понравится, захочет поспидранить, там уже все необходимые гайды есть. Кстати, довольно забавный факт, что когда эта игра выходила, она выходила немножко под разными названиями в разных странах. Если в Австралии и в Северной Америке оно более-менее похоже на то, что мы видим на экране сейчас, нормальное и двойное в Северной Америке, там Ratchet Clank 3 и Ratchet Clank Up Your Arsenal, то в Японии игра выходила под названием «В бой галактический рейнджер». Я, к сожалению, очень плохо. То есть никак читаю японский, но это явно не похоже на Up Your Arsenal. То есть мотивы проследуются, но все-таки нет. За то, что он несколько секунд назад улетел в воду и его съела пиранья, то это все нормально, это страт. Он там скипнул все ненужное с помощью смерти и... Без варпы дело понятное и привычное уже многим, так что почему бы нет? Просто, может, кто-то не знал и начал волноваться, что нет, он упал в воду, но это нормально, то все. У нас тут небольшой, назовем это Tower Defense, поскольку раннер знает, где все находится. Он спокойно отстреливает необходимых противников заранее, только они появятся. И опять-таки через пиранью отправляемся на следующую планету. Okay, so we're coming up on Marcadia, and we're going to see another example of a proxy long jump where he's going to switch to the turrets and then immediately long jump out of this. Тут нам необходимо немного поломать окружение, чтобы перепрыгнуть на следующую сторону. То оно немножко мешает, скажем так. Сейчас тут у нас снова начинается арена. Ну, как было сказано, Tower Defense. Сейчас нужно будет очень долго просто бить мобов и стрелять в нужные пиксели
Ну, человек держит просто VR, он, по-моему, по пикселю знает, куда стрелять, в какое время. если честно, я немножко сомневаюсь, что побить его в VR в ближайшее время вообще возможно. Да, там, конечно, не идеальные, как там у того же самого Марио, где, в принципе, улучшить можно только на сотые миллисекунды. Но всем очень-очень серьезно подошел к этой игре. Довольно забавно, что когда я говорю про серьезного Ксема, на трансляции идет реклама серьезного Сэма. Получается каламбуры, эх. В общем, он довольно серьезно подошел к этому делу, и перебить его, собственно, рекорд довольно сложно, но, как говорится, you can certainly try, и это будет довольно правильной вещью. Пробовать пытаться. By throwing the agents of doom down, and they hopefully pop you up over the turret and let you do the mission normally. Hopefully he gets it within the first 5 or 6 tries. This trick is stupid and it's luck based, and I hate it, and it's actually obsoleted. This strat is no longer optimal. This strat was obsoleted like 2 days ago. Someone, the same guy who found this trick originally and was super beat up about the fact that he ruined the category, in air quotes, even though he didn't, found a completely consistent version of it, which we're now going to be using instead going forward. But the fact that it's obviously so new means Zem hasn't quite practiced it enough to do it here. But he managed to get it 4th try, I think that was. That's pretty okay, and that lets him do the turret mission sort of the same way he would any other mission, just by sniping the dropships, which is so much more enjoyable. That's probably visually the easiest difference to spot between the run that's happening right now and the run that happened in 2016 is that in the 2016 run we did have to go inside that turret and use the turret to blow up all the ships, but it's faster if you get it doing that proxy that I just did. It's super fast. Obviously you can get it 1st or 2nd try, but I think it's still faster up to 5th try. I'm not 100% sure what the math is beyond 5th try, but essentially you might as well just always go for it if you're going to commit to that strat anyway, because it just hemorrhages time if you go for it a few times and then just commit to the turret strat. So at that point I was basically locked into doing the RNG strat, and thankfully I never have to do that strat ever again. So good riddance. Thanks for nothing, stupid strat. But yeah, like Whiffle was saying, there was a new strat. Oh, hold on, sorry. I told Planet Ghost she could read donations now. Planet Ghost, read donations. Thank you for that. We've got a donation from Prop Hour for $25 who says 3 cheers for Doctors Without Borders, Ratchet and Clank, and for Zem making his bed. Got another one from Kulmajaba for $10 who says Rack Hype. Always have to donate during rack runs as it's still one of my all-time favorite game series. And then one more from Marathon Man for $10 who says, hey Zem, can't believe it's been 4 years since the run that put you and this wonderful community on the map. So happy to see you show the world how incredibly fast and ferocious these speed games are. Good luck on going for a triple frame perfect sequence and hitting the Marathon Man Poggers walk. Oh wait, yeah. Hold on. Speaking of Pog Champ things to do, there we go. Mission 4 proxy for the fans. The most actually manipulates the RNG in the rest of the run, so it will be perfect if you go for Mission 4 proxy there. Yeah, this one will be perfect from here on in. 3, 2, 1, 0, -1, -2. Okay, I have to count out that death abuse because I'm too smooth brained to just count numbers in my head. So I have to commit to saying them out loud, like the missing link that I am. But anyway, Whiffle, do you want to talk about Ghost Ratchet? Okay, and how spooky it is. Yeah, this is the final section of the missions on Marcadia, and at the end of this section, basically the next area of the game, usually if you're playing the game casually, would take place in the laser defense facility of Marcadia, but in the speedrun, it actually takes place in the afterlife. So what we're going to need to do is die at the end of this mission, so that we can access that part of the game. And obviously, the main thing to remember, once you've died, you become a ghost. And the main thing you have to remember about ghosts is that they are able to move through walls wherever they should wish.
So that's the fun way of explaining that trick. What actually happens is if you die at a certain point and it's cancelled by a cutscene, the game believes you're dead, and for some reason that lets you move through walls, which looks amazing, and this part of the game is one of the most visually pleasing, in my opinion. And that's fun fact. Yeah, fun fact, I always make a safety save after this part of the run, because even though it's not super difficult, I mean, especially given how many other insane things I've already had to do this run, it's not that difficult. However, it is literally the most punishing mistake to die at this exact spot, because like if 3 you whole minutes. Yeah, if you die while you have Ghost Ratchet, you lose Ghost Ratchet and you can't get it back. I mean, if there was a way to readily set it up, you could reactivate Ghost Ratchet. However, there was no way to do it on this planet other than dying in that one cutscene in that previous mission. So it would lose so much time. So even though it's not that hard, it's only if done optimally, it's a 14 and a half second sequence. I always make sure I keep a safety save for right after that. So thankfully I don't need it, but we're gonna be all right here. So we don't have to do the vid comics because this is New Game Plus. If this were an 80% run, we would have to do the vid comics. So we just exit and skip them. The vid comics have their whole own speedrunning scene with various old gods and new champions that has its whole own history that we won't go into here, but that's worth checking out as well. So coming up, we have Annihilation Nation, and this planet is going, or not planet, it's a space station, I think. That's no moon. It's going to start with a whip jump onto an out-of-bounds rock, which you can't stand on, but you can charge off of, which is going to let us skip a large section of this death course here, and it looks really cool. And then we're going to see another turret proxy up out of bounds so that we can charge over the buildings here and get to the end of the level as very fast as possible. Into the next boss fight where we use the Rhino for the first time. We actually have the Rhino V4 instead of the fully upgraded version. The reason we do that is because it's faster to kill certain bosses with the V4 than it is the V5, because the V5 triggers more invincibility frames. And there's another trick you can do with it. It doesn't work on every boss, but we'll explain that when we come to the Courtney Gears fight coming up soon. Okay, I need your bless RNGs in the chat right now. Wait, which is the one that didn't get removed? Is it the give what's like the dumpy looking dude holding out his arms? You know what emote I'm talking about? I need that. I need the good luck emote. What's the good luck emote? So just spam good luck emotes. I need them right now. This is called Scrunchless. This is a trick where you skip Scrunch, the monkey. Here's Scrunch, and he's gonna stand on that button, and we're just gonna leave him behind with all those killer robots because we don't like him. We're gonna desert him, surrounded by killer robots. This trick looks way easier than it actually is. A very small part of this beam is actually solid, like at the sides, and you can glide along that to save roughly 18 seconds. And that used to be the hardest trick in the run. It's still probably top 5. But it's really good that he got that first try, because it loses roughly 40 seconds if you miss it once. Yeah, I have a streak going. I've never missed that нас single time in a marathon. починили, я надеюсь, чат. Вы-то что, вы нас слышите? Мы живем. Отлично. Да, мы тут играли за робота маленького, а после чего мы стали немножко побольше, и теперь я, кажется, начинаю понимать, почему в японском игра называется «В бой галактические рейнджеры», потому что на манер Power Rangers мы деремся в локациях города в большом роботе против большой фигни. В принципе, все начинает обретать смысл. Да, возвращаемся к Ratchet'у. И с помощью дэши и использования оружия мы связаем добрую часть уровня, точнее все. Obani Draco triple charge. It involves doing back-to-back frame-perfect inputs at Хорошо 60 сказано. per second. I will go for it exactly one time. Про добрую часть уровня? Ага. Ну. Oh, that's my bad. I minimized it. У нас в чате опять Казахстан. So we'll see what happens. Wish me luck. Ребят, ну вы это, ну Султан-то съедете хотя бы. Can't ask for luck twice, right?
It can't possibly work 2 times. Вот это на самом деле сейчас лютый скип через воду. Да, казалось бы, мы должны утонуть. А, упал все-таки, к сожалению. Без скип. You can become the second runner to get this trick, but the first runner to do it without a turbo controller. Там очень важно долететь до следующих текстур, которые имеют коллизию. Иначе все будет как в первый раз, и мы улетим на планету. И опять ресет. И из-за того, что там случился автосейв, если я правильно помню, там есть чекпоинт, нам придется проходить место почти так, как его задумывали, с небольшими огрехами. Вот тот скип через жижу, это по сути йоло-страта, потому что он использовался в VR, но он очень опасный, потому что он может все заруинить. Но, к сожалению, у нас здесь не получилось, поэтому пошел по чуть долгому пути. Но, тем не менее. У нас очередная небольшая арена. Да, опять казалось, всего лишь фаерхолдер. Как бы. Что поделать? It removes all of their invincibility frames and it lets us just do a lot of damage to them very quickly. Oh yeah, I forgot to ask for sour pleases in the chat for the Courtney Gears music. So can I get some belated sour pleases? As a certified banger. Pepsi Man had the right idea without me even having to say a thing. Кто-то вспомнил на официальной трансляции Пепсимена, и Сэм это прочитал, и теперь там началось просто адовое спамище. Кстати, Пепсимен был очень забавной игрой, я на PlayStation играл, на первый Пепсимена. Да, он играет на PS3. Версия с SSD. Очевидно, почему, я думаю. Но, кстати, по-моему, в первой десятке есть человек, который играет с PS2 с дисковой версией. No, that was 0.5. If it was 2.5, that'd be insane. Yeah, that would be probably world record, I think. I don't know. I think pretty close to it, yeah. But that 51 still very, very good. Я думаю, если они найдут тут способ скипать кат-сцены, эти полеты, это... Какая это ж не кат-сцена, это лот-скрины. В конце концов, с ними особо ничего не сделаешь. Да, мы тут вернулись в хаб, чтобы снова улететь. You can skip both VidComic 3 and 4 and gain access to the next planet without having access to VidComic 2, which is pretty cool. And coming up, we have Metropolis, which is a sort of platforming jungle gym. It has the coolest movement sequence in the game. I definitely agree. I don't know many people who disagree with that. Like, when this planet is done optimally, it looks gorgeous. Как говорит Ксев, если эту планету проходить максимально правильно с точки зрения спидрана, она будет выглядеть просто максимально великолепно. Мы увидим самые красивые виды. Не уверен, сможем ли мы на такой скорости их разглядеть. Side flip into a grav ramp, which is going to shoot us up into the sky. We're going to do an instant whip. Тем более, учитывая подзагрузки. Естественно, мы опять-таки с помощью дэшей в воздухе пропускаем большую часть уровня, даже большую часть уровня. После чего наш путь лежит на хаб-локацию и на следующий мир, следующую планету. You know, like if you watch 20 minutes of this game and then you watch that planet, you know that that's a hard planet.
У Ксео такая милый стакан с Анной. Я тебе такой же себя хочу. Я его предпочел бы, конечно, с Эльзой. Но у меня пока ни того нет, так что я бы любому был бы рад. С любой из героинь. Чатик, подарите стакан комментатору за старание. Комментатору заплатите чеканным стаканом. Да. Yeah, and for all the people who were paying attention to my interview where I talked about what this category is when I said it's no quit exploit, the item that I got at the end of Crash Site, the Граненым. Plan, as it says in German, У меня где-то the item that we put in the vendor to skip был out. граненый стакан, вот Which, как by the way, we в never поездах actually раньше touched on были. that. German is Я не indeed знаю, the fastest типа, language. I'm откуда not он just появился playing у in нас German дома, for kicks, потому although I do love что the German ни language. я, ни мама, ни папа его It точно не is могли the fastest взять language. в поезде. It's faster than English by 3.7 seconds. And previously, you might. I think if you look at my AGDQ 2016 run, that will be in Spanish. Ну, на самом деле, он не совсем на поездной был похож, он был чуть тяжелее, там железка была не совсем легкая. Возможно, это отдельно было куплено. Да, тем временем мы попадаем на какую-то очень странно холодно-мусорную планету. Назовем это так. Ну, там, кстати, во время загрузки пояснил, что немецкий язык, он раньше бегали, я так понял, на испанском, но в итоге оказалось, что немецкий язык, он на 0,2 секунды быстрее. Как бы, о чем говорить? Вот он, Вайрхолдер. Так, кстати, предыдущая планета, она была задумана кольцевой, поэтому мы от прямо начала уровня попали сразу в его конец, так что это было довольно быстро. Ох, у него с первого раза получился скип пиздец. Там есть небольшие стыки коллизий текстур, через которые можно просунуться без помощи оружия, а лишь под правильным углом к ним подойдя. И с первой попытки всегда приятно. But if you're enjoying this run, or you want to see some other Ratchet and Clank runs, or скип настолько сложный, что он даже на VR, на том видео, он заруинен. Он там, по-моему, собственно, вот вам уже 2,5 секунды минимум сейва. Довольно техничный скип с падением вниз и отменой анимации падения оружием, который позволяет зайти в текстуры и пройти к самому концу этой части. Как вы можете заметить, на самом деле загрузки здесь занимают, наверное, минуты 4 времени самого спидрана. Я, конечно, не берусь утверждать за это, но порядочный загрузок здесь. Да, опять с помощью мили-оружия забираемся вверх по стенам, которые нам не должны были бы податься с обычным прыжком. Didn't go for the coolest trick in the run there. He didn't quite get ladder clip because he's not a cool kid. But this is a very precarious whip jump. И долетаем до поинта, в котором активируется кат-сцена, благодаря чему, хоть мы номинально бы падали вниз, нас переносит эту кат-сцену. He's not kidding. You can get all the way to the end of the planet, or all the way to the end of the run, be on PB pace, and then miss that one trick. It is truly a coin flip in a lot of circumstances. И да, как раз так ты скажешь, мы подходим к боссу и к концу, если я правильно помню.
Внимание, перед вами доктор Нефариус, если я правильно понимаю. Обычный Bullet Health 3D, на самом деле, ничего выдающегося из себя не представляет. Поскольку это НГ+, у нас есть варианты противодействовать его атакам, не доджи их, после чего у нас появляется огромный мех, все превращается действительно в японскую игру. Нам не хватает только действительно самому залезть в такой же мех и начать с ним драться. И время 30:16. В принципе, довольно неплохое время, учитывая марафон лаг и прочее. С таким временем можно занять 7-е место, кстати. Done in, I'm watching the playback now, 30 minutes, and that was definitely like 15.8. So I'll absolutely take that. This has been a very, very tumultuous day for me. И, собственно, вот вам и Ratchet и Clank. Я надеюсь, тем, кто любит данную вселенную, и кого она, значит, кто-то больше, чем... Ну, была такая игра, очень понравилась. Да и всем остальным, поскольку раунд был довольно техничным, довольно красивым. Да, с огрехами. Но, опять-таки, чтобы гриндить мировой рекорд, нужно здесь его гриндить и висеть при любой ошибке. Ratchet сильный, но вполне побиваемый. Ой, там у кого-то день рождения он объявил. Его теперь поздравляют. Либо кого-то еще.